Так, добрый здравствуйте. При сборке мотора выявился такой нюанс по корзине. Храповый механизм. Вот. Он был негодный. И заодно решил записать такое короткое видео, как я лечу храповый механизм. То есть с завода он идет прямой, зуб вот этот вот, он идет вот такой. Вот здесь. Здесь он еще прямой. Вот. Ну тут износ, правда, уже есть. То есть вот это вот изношено, это надо на ремонт. Прямой зуб. И, соответственно, он довольно быстро изнашивается, особенно если это китайская корзина и так далее. И здесь скашивается. Вот. Как я это лечу? Лечу я это очень просто, тупо на болгарофрезерном станке. То есть нарезается зуб не вот таким профилем, не просто подтачивается, вот дальше сюда можно сточить вот изношенную часть и сделать такой же профиль. Я делаю профиль другой. То есть я изменяю профиль зуба на вот такой. То есть вот это у нас неизменная получается. А вот здесь я подтачиваю наискосок немного. Вот как бы, ну, вот что-то типа вот такого. Вот. И вот сама шестерня, скажем так, идет. Вот как-то так получается. То есть не прямой делаю зуб, а скошенный. И затачиваются эти шестерни обе вот так. И получается у них лютое зацепление. То есть ответная часть у шестерни получается идет вот так. Вот. Ну как-то вот так вот треугольником. Плюс-минус, думаю, понятно. Вот. Вот так они сцеплены. И расцепить это уже нереально, потому что оно самозатягивающееся получается под усилием. Примерно так же это сделано, как в коробке. Вот, Ласточкин хвост запил у кулачков. То есть, чтобы под нагрузкой не выбивала коробку, на шестернях сделана такая вот, ну, кулачок такой формы, называется Ласточкин хвост, заточка кулачка. Вот. И здесь примерно сделано по тому же принципу. Ну, на коробке кулачок выглядит вот так. Сейчас я попробую нарисовать. То есть он не прямой профиль кулачка, а немножечко вот такой вот. Вот. И за счет этого зацепление происходит лучше. Вот здесь также обратный кулачок потом будет. Вот так вот. И шестерни под нагрузкой не будут выбивать. Вот, соответственно, здесь делается то же самое. Вот. Но чтобы это сделать, вот эту деталь нужно расклепать. То есть снять. На месте вы ее не заточите, потому что мешается вот эта часть. То есть диск болгарки будет резать ее. Отклепываем, затачиваем. Вот это уже готовый результат. Вот, я не знаю. Получится сфокусировать, нет, но я, если что, фото приложу еще. Вот. И, соответственно, вот эта же часть то же самое. То есть это с мелким шлицом, тут их много, точить больше. Но, в принципе, разницы нет, они все поддаются обработке. И по итогу получается вечный механизм. Вот. То есть он под нагрузкой стремится зацепиться наоборот и не вылазит. То есть вот когда проворачиваешь, его вверх вытащить очень сложно. Вот. Поэтому профиль надо делать не прямой, а на изгибе. Вот. На данном мотоцикле, это обычная моя планета, я это сделал 5 лет назад. Вот такую доработку сделал. Тоже долго мучился, менял, переклепывал просто храповые механизмы и так далее и тому подобное. Но ничего не спасало. Потом мне все это надоело. Я решил запилить это, увидев, что такой же кулачок на шестернях сделан. То есть с зацепом. Вот. И изменить профиль. И вот, хотя сюда я покупал новую корзину. И новый комплект. Вот. И через 2 раза у меня кик начал проскакивать. И я вот решился на эту доработку.
Но переклепал я туда именно советские детали. То есть китайские я сразу выбросил. Вот. А именно нашел вот старые бэушные вот такие детали. Вот эти две ответные части. И наклепал их туда. Вот. Здесь клепается заклепками от трактора. Точнее от косилки с сегментными заклепками. Вот. Очень хорошо клепается, все нормально. Единственное, здесь немножко приходится подтачивать, потому что они торчат. Вот. А так просто идеально. Единственный геморрой — это рассверлить вот эту пластину. Так как она не ебически каленая, и просто так рассверлить ее довольно-таки тяжко. А эти заклепки просто так туда не влазят. Надо рассверливать. Но горе с пополам я рассверлил это все дело. Вот, потому что здесь при том диаметры не совпадали. То есть старая была приклепана, вот видно отверстие. Это была старая приклепанная вот эта шайба. А на новой отверстия разнесены дальше. Вот, поэтому пришлось вот переклепать. Но это не доклепано еще, потому что я не знаю на какую глубину. Сильно клепать здесь опасно, потому что есть риск промахнуться, и корзина чугунная, и это все к херам может разлететься. Вот, поэтому сильно здесь не клепаем. Поэтому я вот немножко приклепал, оно уже все держится, но надо проверить, чтобы внутренний барабан не цеплял за них. Поэтому тут еще не доклепано, возможно, будет доклепываться. Вот, поэтому вот как-то так. Вот этот механизм, вот, все сделано. Он уже будет наверняка работать. Единственное, что когда это все затачивается, нужно стараться у всех кулачков делать одинаковый угол. Вот этот угол, чтобы был одинаковый, чтобы все зубья входили в зацепление. Если распилить это все криво-косо-косорото, оно может и будет работать, но основная нагрузка будет приходиться на несколько зубов, которые входят в зацепление. А остальные, если криво будут заточены под разными углами, могут не брать. Вот, и это будет нагрузка на какой-то определенный зуб. Поэтому нужно стараться, чтобы это все затачивалось более-менее так одинаково. Но это, в принципе, можно смотреть. То есть, вот, затачиваете, смотрите, все ли зубья прикасаются друг к другу. Вот. Но я на фото потом приложу, добавлю фотки еще. Потому что так что-то ни хрена там не видно. Вот. Поэтому вот как-то так. Не знаю, может кому-то будет полезно. То есть я давно уже делаю так, и в принципе это работает. То есть вот 5-летний опыт стоит, вот на нем сделано так, и я забыл, что это такое. Вот, поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.